Здорово, народ! Bohemia Interactive снова тизерит нововведения, которые ждут нас вместе с выходом DayZ Badlands. Сразу говорюсь, это не решает тех глобальных проблем, о которых давно говорит сообщество. Одни ждут наконец нормального выживания, другие требуют разобраться с читерами, и я далеко не на 100% согласен с направлением, которое выбрали разработчики. Но давай без крайностей, сегодня просто посмотрим, что они нам готовят, и разберемся, к чему это может привести. Если тебе есть что добавить, пиши в комментариях, ну а лайк и подписку можешь прожать авансом. Поехали! Также Bohemia собрала группу контент-мейкеров в Праге в рамках DayZ Survival Camp 2026 и дала им возможность протестировать DayZ Badlands. А значит, мы можем посмотреть на игру не только через официальные материалы, но и через кадры самого тестирования. Песчаная буря подтверждена на 100%. А вот это уже выглядит интересно. Судя по всему, у этой бури будет определенный радиус, и было бы логично, если бы она перемещалась в зависимости от направления ветра. И вот здесь начинается самое интересное. Если вспомнить, что очки, шимаги, маски и другая одежда будут функционально необходимы, то можно предположить прямой урон здоровью или косвенные эффекты. Например, снижение стамины, если персонаж окажется с открытым лицом или незащищенными дыхательными путями. Деталей о воздействии бури на персонажа я пока не нашел. Если ты знаешь больше, пиши в комментах, мне самому реально интересно. Динамическая пыль будет постоянно присутствовать в окружающей среде и разноситься ветром по территории. Частицы будут создаваться на стороне клиента, только в локальной зоне вокруг игрока. Разработчики обещают, что на производительность это практически не повлияет. Количество пыли будет зависеть от того, что именно ее подняло. Если по пустыне бежит девушка, пыли под ногами будет немного. Если проезжает автомобиль, под колесами ее уже будет гораздо больше. Выглядит интересно и вполне вписывается в атмосферу пустынной карты. А вот пыль, которую создают шаги персонажа этажом выше, уже будет передаваться на сервер. То есть движение сверху потенциально может выдать твою позицию. Хотя тут пока все неоднозначно. Разработчики не уточнили, будет ли этот эффект появляться при ходьбе в полный рост или на корточках. Но судя по звуку топота, мне кажется, персонаж все-таки идет в полный рост. Шестой блок разработчиков показал нам еще одно оружие времен Первой мировой войны – винтовку Ли Энфилд. Это знаменитая британская винтовка с продольно-скользящим затвором и магазином на 10 патронов. Ее основной калибр составлял 7,7 мм под патрон 303 British. В игре она будет использовать калибр 7,62 на 54. Ну а переход на этот патрон – это уже игровая адаптация. Разработчики переделали патронник под уже существующий в DayZ боеприпас. По сути, это логично. Вместо того, чтобы вводить еще один редкий патрон специально для одной винтовки, игрок сможет использовать уже знакомый боеприпас. Кстати, для этой винтовки нам не показали оптику, но ходят слухи, что к ней будет крепиться штык. Интересно, что игровая винтовка имеет индийское происхождение. Для ее производства использовали более доступный в Индии тик вместо традиционного ореха. Да всем насрать! А приклад дополнительно усилили, чтобы он лучше переносил отдачу. На ствольной коробке красуется маркировка RFI – Rifle Factory Ishapur, то есть завод винтовок в Ишапуре. На это обратил внимание Воба. В Badlands показали новые анимации атак зараженных, рассчитанные в том числе на нанесение урона в движении. И, судя по увиденному, зомби станут менее предсказуемыми. Ты же помнишь этот первичный момент между ударами зараженного, когда у тебя есть небольшое окно, чтобы ответить? Так вот, теперь его может не быть. На видео видно, как зомбак сначала бьет слева и практически сразу наносит удар справа, без привычной паузы между атаками. Похоже, придется немного менять привычный стиль боя с зараженными, но насколько сильно это повлияет на игровой процесс, увидим уже после релиза. Охренительная щедрость. Из интересных деталей. Отсутствие маски химзащиты в слотах. И вот тут у меня вопрос. Есть капюшон, перчатки, ботинки, куртка и штаны. Как это будет использоваться? А где же сама маска? Если ты в курсе, напиши в комментах. Таблички с названиями городов будут сразу на двух языках. Еще нам тизернули и водовоз, из которого можно будет набирать воду. Думаю, логично было бы сделать его запас воды небольшим, а сам водовоз динамическим, как ванильные хиликраши. Опять-таки, это не новинка. На модовых серверах такие же рандомные бензовозы с небольшим количеством топлива есть уже давно. Поэтому лично у меня это вау-эффекта не вызвало. Да, прикольно, но мы это уже видели где-то. Еще один интересный момент – падение с байка. Если на нем врезаться, например, в забор, персонаж свалится на землю и потеряет сознание. Кстати, лично мне уже страшно на нем кататься. С какого-нибудь автомата сбрить игрока будет довольно легко, как мне кажется. Это все, что мне удалось разобрать по 3 новым видео от разработчиков. Надеюсь, мы не зря потратили эти несколько минут, и ты узнал для себя что-то интересное. Спасибо, что досмотрел до конца, и если ролик тебе зашел, прожми лайк и подпишись на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.